Спасибо. Всем доброе утро. Моя тема – это нейроспид, этиология, клиника, лечение и профилактика. Нейроспид – это обобщенное клиническое понятие, включающее многообразные первичные и вторичные синдромы и заболевания нервной системы, обусловленные вирусом иммунодефицита. Классифицируют нейроспид по разделам. Первый раздел – это симптомы комплекса, обусловленные прямым влиянием ВИЧ, ВИЧ-ассоциированная деменция, ВИЧ-ассоциированная миелопатия и тому подобное. Второй раздел – это другие поражения ЦНС, связанные с ВИЧ-инфекцией, острый асептический менингит, прогрессирующая энцефалопатия. Третий раздел – ВИЧ-ассоциированные поражения ЦНС, воспалительные полинейропатии, воспалительные миопатии. Четвертый раздел – порождение нервной системы оппортунистическими инфекциями и опухолями, прогрессирующая мультифокальная энцефалопатия, гринтококковый менингит, токсоплазмозный энцефалит и тому подобное. Основные пути проникновения ВИЧ-инфекции в мозг и ликвор гематогенный, периневральный. Вирус несет на своей поверхности особые гликопротеиды, которые присоединяются к CD4 рецепторам, расположенных на Т-лимфоцитах, а также глиальных клетках мозга, клетках чувствительных ганглиев, эндотелиальных клетках сосудистых сплетений оболочек головного и спинного мозга и эмпиемы желудочков. Таким образом, вирус, попав в организм человека, соединяется с рецепторами CD4 благодаря наличию на поверхности вирусных частиц гликопротеидов 41 и 120. Проникает в клетку, синтезирует провирусную ДНК и вирусные РНК с участием фермента ВИЧ-обратной транскриптазы. Образовавшаяся ДНК встраивается с помощью ВИЧ-интеграза в ДНК человека, а затем в процессе биосинтеза формирует патологические для организма белки, которые приводят к нарушению работы клеток не только иммунной системы, но и нервной. У больных могут возникать различные неврологические и психические расстройства, проявляющиеся преимущественным нарушением познавательной и двигательной функций. Клинический нейроспид протекает по типу менингита, менингоэнцефалита и геморрагического инсульта с быстро нарастающей деменцией, эпилептиформными припадками. Смерть может наступить уже через 2 года после начала болезни. Также помимо церебральных форм наблюдаются обусловленные ВИЧ-инфекцией диффузные миелопатии, полинейропатии с преимущественным поражением нижних конечностей. Основой терапии и профилактики развития нейроспида составляет лечение ВИЧ-инфекции. Эффективная антиретровирусная терапия фармпрепаратами, способная проходить через гематоэнцефалический барьер, позволяет блокировать репликацию ВИЧ, остановить нарастание иммунодефицита, а также и таким образом уменьшить тяжесть клинических проявлений нейроспида, снизить риск возникновения оппортунистических нейроинфекций и повысить эффективность их терапии. К наиболее апробированным средствам, применяемым при нейроспиде, относятся зидовудин, ставудин и абакавир. Параллельно с антиретровирусной терапией осуществляется специфическая и симптоматическая терапия возникшей клинической формы нейроспида. Так, при ВИЧ-энцефалопатии применяют холинальфа-церат и мягкие ноотропы. При инсульте антикоагулянты и пентоксифилин. При полиневропатии цитикалин и тому подобное. При оппортунистических нейроинфекциях применяют этиотропные препараты. Лечение опухолей, возникающих как проявление вторичного нейроспида, может потребовать хирургического вмешательства. Спасибо за внимание.